С окончанием сериала «Великолепный век» многие телезрители всерьез увлеклись османской историей. Большинство из нас волновал вопрос, что было дальше, после смерти Сулеймана Великолепного. В сети можно посмотреть продолжение истории под названием «Империя Кюсем», но правда этот художественный рассказ показывает нам империю спустя почти 4 десятилетия. Между событиями Сулеймана и Кюсем прошло 37 лет. Судьбу героев истории нам всем любопытно узнать. Давайте сегодня я расскажу вам про 11-го султана Османской империи, сына Сулеймана и Хюррем, и занял османский трон. Считалось, что Селим был не лучшим претендентом на престол. В свете трагических событий вокруг казни других сыновей Сулеймана часто говорится о том, что идеальным кандидатом на трон был Шехзаде Мехмед. Однако он рано ушел из жизни по болезни. Вторую позицию в рейтинге гонки за трон народ и янычары отдавали Мустафе, любимом и почитаемом сыне Сулеймана и Махидевран. Ну а после его казни хотели видеть на престоле Баязида. Однако Сулейман выбрал из двух оставшихся в живых Шехзаде Селима, а взбунтовавшегося Баязида и его сыновей казнил. Предлагаю попробовать ответить на один очень сложный вопрос на первый взгляд. Почему Сулейман выбрал своим преемником именно Селима? Но перед тем, как на него отвечать, нужно вспомнить две вещи. Первое – это никто не может быть уверенным в том, что именно он займет трон. И второе – любой потенциальный кандидат в султаны не должен создавать никаких предпосылок к тому, чтобы покушаться на престол до того момента, пока на нем сидит действующий султан. Зная эти два важных условия для кандидата, можно легко ответить на, казалось бы, сложный изначально вопрос. Селим ни разу не давал повода Сулейману сомневаться в том, что он испытывает какую-либо корысть в отношении существующей власти. Его вообще не интересовал ни трон, ни дела государства. Мустафу и Баязида, например, напротив, султан постоянно ловил на каких-либо действиях, которые заставляли его сомневаться в их преданности. А Селим вел отстраненный от всего образ жизни, развлекался в гареме, устраивал личную жизнь с Нурбану, нарожав еще будучи Шехзаде себе кучу детей. В конце концов, дорога к трону султана для Селима была расчищена обстоятельствами, в формировании которых он даже не принимал участия. За небольшим исключением. В войну за право быть султаном он вступил в конце пути Сулеймана. Но и здесь он повел себя гораздо умнее, чем это сделал Баязид. Если Баязид прятался у врагов Османской империи, то Селим же предусмотрительно скрылся за спиной своего отца. Таким образом, после казни Мустафы, Баязида, всех их сыновей и смерти Джихангира, Селим стал единственным наследником османской династии. Но прям точь-в-точь, как его отец Сулейман. Не находите? У Сулеймана тоже не было ни одного соперника, когда умер Явус султан Селим. Период Шехзаде. Современники Османской империи так описывали в своих отчетах Селима. Он толстый, с пухлыми щеками, красным лицом, не любит работать, а любит удовольствие и Нурбану. Лениво ведет свою жизнь. Селима никто не любит, и он никогда не смеется. В 1553 году Новаджера также называет его скупым, распутным, лицемерным. Еще один современный источник сообщает, что Селим постоянно одалживал деньги у одного из купцов, сдавал ему драгоценности. Будучи Шехзаде, он обещал погасить эти долги ему, как только станет султаном, но не отдал. Процесс восхождения на трон. Шехзаде Селим, который получил известие о смерти султана Сулеймана на поле боя перед замком Зигитвар, прибыл в Стамбул из своего санджака. Там его встретила сестра Мехримах Султан. Восседая на троне, Селим присягнул государственным старейшинам и улеме в качестве нового султана. Далее он занял у Мехримах 50 тысяч золотых и направился к армии. Здесь нужно отметить, что когда скончался Сулейман, смерть его скрывалась на протяжении долгого времени, чтобы армия не подняла бунт. Для сохранности тела султана ему удалили все внутренние органы и похоронили их там же. Только совсем недавно археологи и историки, как они считают, нашли на территории Венгрии захоронение внутренних органов Сулеймана. 21 октября армия двинулась из Зигитвара в Белград. 24-25 октября было официально объявлено о смерти султана Сулеймана.
Для того, чтобы военные не подняли мятеж, им пообещали большие чаевые. Прибыв в Белград, новый султан Селим провел похороны своего отца и по указанию Соколу был вынужден раздать чаевые солдатам. Но янычары, которые хотели больше золота, были недовольны этим, пригрозив, что они попросят об этом в Стамбуле. Действительно, когда Селим прибыл в Стамбул, янычары перекрыли дороги, требуя повышенных чаевых. После того, как их требование было удовлетворено, Селим смог войти во дворец. Понимая силу армии, как всегда, будучи трусливым и мягкотелым, Селим принял решение передать управление всеми делами Соколу Мехмеду Паше. Личность Селима. Султан Селим провел несколько перестановок в диване, назначив визирями доверенных людей, своих зятьев. И вот, внимание, несколько шокирующих фактов о его политических стремлениях за счет счастья своих дочерей. Первым мужем Эсмихан стал визирь Соколу Мехмед Паша, который был старше ее примерно на 40 лет. Самой Эсмихан было 18. После смерти Соколу женщина вышла замуж во второй раз. Две другие его дочери, Шах и Гиверхан, также выдавались в разное время за различных пашей минимум по 2 раза. Но мне почему-то кажется, что Селим здесь вряд ли играл решающую роль. Браки дочерей, скорее всего, организовывала Нурбану Султан, стремясь таким образом усилить свои позиции во власти. Селим был первым османским правителем, который не ходил в военные походы. От слова совсем. Все 8 лет царствования Селим провел во дворце в Стамбуле, а на зиму переезжал в Эдирни. Новый султан военным походам отдавал предпочтение развлечениям. Он окружил себя поэтами, музыкантами. В источниках той эпохи написано, что Селим был завсегдатаем спиртных напитков. Вокруг него было много веселья. Борцы, акробаты, женщины. Аналогичное наблюдение делает совсем другой современник, венецианский посол. Он пишет, что видел, как султан сидит в саду и веселится со своими акробатами, немыми и гномами вокруг него. По его словам, щеки Селима опухли из-за выпивки. Он среднего роста, близкого к короткому, с редкой бородой и длинными желтыми усами. Отмечается, что он, как и его предки, увлекался охотой и любил пострелять из лука. Военные достижения. Но не все так плохо было при Селиме, и определенно он внес свою немалую лепту в развитие империи. Несмотря на то, что он передал управление делами Соколу Мехмеду Паше, он сыграл важную роль в планировании военных действий, которые будут проводиться время от времени в эпоху его царствования. Так был подавлен кризис, связанный с восстанием в Йемене. Подписан договор с сефевидами о продолжении мира. Был подписан договор, положивший конец ситуации войны между Габсбургами. Во всех этих делах влияние Соколу было большим. Кипрская экспедиция – самая важная операция, произошедшая в эпоху Селима. Он с самого начала поддерживал эту экспедицию, заявив, что заботится о деле взятия Кипра со времен, когда был еще Шехзаде. Он с радостью приветствовал завершение завоевания этого острова. Во время правления Селима произошло самое крупное поражение Османского флота. Так вот, он немедленно отдал приказ о его восстановлении, и за короткое время был построен новый военно-морской флот. Затем был заключен мир с венецианцами. В его время кухня во дворце Топкапы была полностью сожжена внезапно возникшим пожаром. По его приказу она была восстановлена. Так что я против того, чтобы утверждать о том, что Селим был плохим султаном. Напротив, указанные военные достижения и политические решения доказывают, что он был довольно хорошим султаном. Смерть султана Селима. Как уверяют многие источники, во время прогулки по бане, которую он только что построил во дворце, его нога поскользнулась и он упал. Получив травму головы, у него началась сильная лихорадка. Остановить развитие симптоматики лекари не смогли, и Селим умер. Надо отметить, что султан умер сам, во дворце, в спокойной обстановке, в молодом возрасте, после короткого правления. Точная дата смерти Селима неизвестна. Современники эпохи называют разные дни.
Однако есть достоверные сведения, что его смерть какое-то время держалась в секрете, пока в Стамбул не прибыл его сын, чтобы взойти на трон. Тело Селима ожидало похороны 12 дней в леднике во дворце до прибытия в Стамбул Шехзаде. Оно было помещено под кипарисовое дерево во дворе дворца, а после полуденной молитвы новый султан был оглашен шейхуль-исламом. Затем Селим был похоронен во дворе мечети Святой Софии. И вновь очередная шокирующая информация. Селим был похоронен вместе со своими 5 сыновьями, которые были убиты согласно закону Фатиха, зашедшим на трон Мурадом. Вот такой мы увидели с вами историю жизни и правления Селима, 11-го османского султана, сына прославленной пары Сулеймана и Хюррем. А как вы отнеслись к Селиму в сериале «Великолепный век»? Поделитесь с нами в комментариях. А на сегодня все. Не пропускайте главное. Подписывайтесь на канал, посещайте вкладку «Сообщество» и узнавайте еще больше про Османскую империю.